Здравствуйте, в этом видео я расскажу, как найти темы для информационных статей, определить релевантных конкурентов и создать структуру статьи. Меня зовут Алексей Соток, я SEO-специалист из Санкт-Петербурга. Первое, что нам потребуется сделать, это необходимо зайти в букмарклеты на моем сервисе и добавить букмарклеты для копирования поисковой выдачи. Скопировать выдачу Яндекс Google. Вот просто захватываете, переносите вкладку, то есть у вас появляется такой значок скопировать выдачу Яндекс Google. Этот скрипт позволяет скопировать список урлов, то есть он потребуется нам в будущем. Ну, первое, это необходимо зайти в Яндекс.Форстат. И у нас, к примеру, есть тема, то есть мы, например, у нас учебный центр, занимающийся там курсами по программированию. Соответственно, темы для статей, они чаще всего содержат вопросительные слова, то есть кто, что там и так далее. Вот я вот составил список, приложу код в описании к видео. Вот, вставляйте эту штуку и добавляйте ваш основной маркер, там, программирование, там, что вы занимаетесь, основной какой-то. И у вас появляется, то есть в Вордстате, соответственно, поисковые запросы. Нам потребуется также Яндекс Вордстат Ассистент. Его нужно будет установить, а потом можно будет копировать, добавлять все фразы в этот список. Здесь мы переходим, копируем, то есть обычно по 50 запросов на странице. Соответственно, мы первые 10 страниц копируем, то есть 500 необходимо там первых частотных запросов 500 штук скопировать. Ну или может быть у вас получится меньше, чем либо если у вас больше запросов, соответственно там 10-11, да, страница. Сейчас посмотрим. Ну тут есть еще менее популярные запросы с меньшей частотностью, но они, конечно, более уточняющие. Но мы берем верхушку, то есть наиболее частотные, грубо говоря, запросы с наибольшей частотностью. Хотя это базовая частотность, она показывает общую частотность, включая еще другие запросы. То есть лучше, конечно, ориентироваться на точную частотность. Но мы рассматриваем вариант, то есть без кей-коллектора, без других средств определить запросы, подобрать темы для статей. То есть мы скопировали все основные запросы, вот 500 штук. Почему 500? Потому что мы будем использовать бесплатный группировщик запросов Кулакова. Ссылочку в описании тоже дам. Соответственно, сюда заносится, тут в самом низу будет у вас, куда заносить фразы, и выбирайте регион. Выбирайте регион, соответственно, Москва, потому что мы ищем информационные, то есть темы, как, что, зачем, почему и так далее. То есть по умолчанию Москва, то есть информационные запросы, они независимы от расположения вашей географии, грубо говоря, там. Вот, соответственно, мы копируем и разбиваем. То есть мы получаем в итоге после нажатия, то есть вы там нажимаете сгруппировать. Вот. Сейчас он сделает. Вот он закончил. То есть сгруппировались запросы по тематикам, да, то есть определенные какие-то темы. Тут можно посмотреть, развернуть выдачу. И посмотреть, какие там сайты входят в топе, какое количество запросов они отрабатывают в топ-10. Можно ориентироваться на этих конкурентов, вот, либо использовать другой метод. То есть мы берем, копируем все эти запросы. То есть берем самый большой кластер, то есть пока по большему числу запросов, которые продвигаются. Предположим, что они подходят, соответственно, вашей тематике. То есть нужно выбрать из того, что вам ближе всего, то есть информационный.
Но чем больше запросов, тем больше вероятность, что это статья. Ну, хотя здесь и так понятно, какие. Можно посмотреть поисковую выдачу, да, то есть состав. Если здесь не коммерческие сайты, а статейные, значит, можно точно использовать в качестве статьи. Вопрос другой, конечно, какие там сайты. То есть Хабр, Skillbox, там РБК вы, конечно, может не продвинете, если у вас молодой сайт. Соответственно, вы можете продвинуть только там похожие на вас тем же уровнем сайты. То есть это надо проводить скоринг непосредственно запрос. Но мы рассматриваем вообще в целом, то есть что нужно интересно людям. То есть наша задача там создать некие статьи по тематическим кластерам, да, то есть под определенные тематики. И тем самым каким-то там за счет массовости, например, количество создания статей, привлечь поисковый трафик, там, либо какой-то другой трафик, например, соцсетей и так далее. Забыл еще указать нюанс. Здесь, когда копируем, здесь вот, когда фразы добавили, вот здесь именно копируете, кнопочка копирования, меня многие спрашивали. Вот, копируем, переносим в, соответственно, группировщик. Что вот мы, если у вас есть блокнот, соответственно, мы вставляем там, выделяем фразы, да, то есть определяем там какие-то целевые. Вот. И берем там какие-то первые там 3 запроса. Делаем такую структуру. Соответственно, скобочки это регулярное выражение. Значок или ставим вертикальная черта. То есть 3 запроса. Обычно, то есть там Google учитывает 24 запроса слова, Яндекс 400 символов. Соответственно, нужно уложиться, чтобы сделать поисковый запрос, состоящий из 3 там запросов, 2-3 запросов. Соответственно, мы поисковику будем отдавать, что вот покажет нам выдачу по такому ключу или по такому ключу. Так как у нас это изначально все шло в один кластер, поисковая выдача будет плюс-минус одинаковой. Но зато мы найдем тех конкурентов, которые ранжируются именно по всем вот этим там 3 ключам. Соответственно, это все копируем. И переходим в поисковую выдачу там, Яндекс, вставляем. И поисковую выдачу Google вставляем. Можно снизу вот, у Яндекса вбить, здесь перейти, ссылочка, у вас сразу откроется Google с этим же запросом. Далее нам нужно, получается, скопировать выдачу Яндекс. То есть копировать выдачу Яндекс, получается. Вот у меня уже скопировано. И копировать аналогично выдачу Google. То есть кликайте по этому скрипту, у вас копируется. Далее нужно сравнить выдачу Яндекса и Google и найти те урлы, которые пересекаются. Соответственно, вот я нашел урлы, которые совпадают. То есть у нас совпадение выдачи на 3, то есть 3 урла, то есть 30% пересечения. Это говорит о том, что выдача у нас, то есть имеет какое-то пересечение. Если пересечения нет, и это информационка, то есть, соответственно, понятие об интентах, то есть намерениях пользователя у Яндекса и Google разные. Соответственно, продвинуться будет сложно. Вы можете учитывать другие статьи, другие урлы при создании и формировании контента, но обязательно учитывайте именно те, которые общие. То есть у этих страниц, у этих сайтов хорошая контентная стратегия сразу под Яндекс по Google. То есть они учитывают интент и Яндекса, и Google. Соответственно, мы ориентируемся в первую очередь на них. Можно учитывать только их. Соответственно, что нужно? То есть мы скопировали их, получили некоторые урлы. Далее необходимо перейти на каждый из этих урлов. И посмотреть структуру. То есть можете контент изучить, сами прочитать, если вы пишете эти статьи. Соответственно, изучить структуру, тексты. Переходите, изучайте. Но наша задача какая?
Мы сейчас, есть специальный тоже скрипт, этот bookmarklet, теги документа. Здесь можно скопировать title description и структуру, вот как она есть, последовательность от H1, H2, H3 и так далее. Копируем мы только то, что вот важное. То есть там комментарии какие-то рекомендуем. Все это можно не копировать, хотя это тоже является частью контента, но второстепенный контент. То есть то, что относится непосредственно к статье самой, мы это все копируем, забираем себе. Аналогично здесь посмотрим. Здесь тоже выводы там покупаю, это уже вам точно не нужно, то есть, но выводы берется. То есть я вот как раз копировал title, description, h1, вот эту всю структуру мы получили этих конкурентов. Если у вас есть чат GPT или какая-то другая нейросеть, это упрощает задачу. Можете воспользоваться ей, либо самостоятельно проанализировать все вот эти структуры и сделать свою. Соответственно, вот я зашел в чат GPT, выбираю 4-ю версию. Сначала даю поисковый запрос, которые были в кластере. Он меня тут понимает, что о чем идет речь, предлагает. Далее я, получается, копирую, вот как есть URL, title, description, структуру всех этих конкурентов. И прошу составить оптимальную и максимально полную структуру статьи с использованием заголовков H1, H2, H3, H4, учитывая поисковые запросы и структуру конкурентов. То есть мы просим составить структуру, получается, на основе конкурентов. То есть он более-менее что-то вменяемое делает, составляет, учитывая поисковые запросы и конкурентов. Но мы хотим повысить точность данной структуры, если используем нейросеть. Можно использовать частотные словари. У меня есть сервис семантический анализатор. Что мы делаем? Мы берем, копируем, выделяем статью. То есть мы берем вот так, прям копируем, ищем, где конец этой статьи контента. Ищем. Сейчас найдем. Вот. Ну, можно вот этот еще опять, этот мусор не надо. То есть мы вот самый основной контент уже считается основным контентом. Скопировали, вставили. Здесь, соответственно, то аналогично. Вместе с заголовком. Так вот, хлебные крошки можно не использовать. Скопировали. Здесь что-то так. Скопировали. Вставили в сервис. Добавили сюда еще. Именно добавили. Не перетираем. Опять третий текст взяли, скопировали. Вставили. Здесь указываем, соответственно, там можно повысить по умолчанию 100, можно 150. 3 документа у нас. Нажимаем анализировать. И здесь у нас получается некий частотный словарь с количеством минимальных, то есть усредненное количество, сколько там язык. То есть вот он, вектор слов этого документа. То есть наиболее встречаемые слова в этих текстах и последовательность слов. Все это можно выкачать. Тут идет сравнение, но у нас сравнения текста пока нет. Выкачиваете. И у вас получается табличка Excel, да? Соответственно, мы можем скопировать. Соответственно, копируем. Отдельно частотный словарь, отдельно последовательность слов. То есть я вот потом добавил в текстах документ конкурентов, то есть по умолчанию не так идет частотный словарь. Есть ограничения, если в чат GPT 3000 символов. Здесь проверяем 1385. Нормально, то есть это вставляем. И он уже с учетом этого частотного словаря уже переписывает структуру и уже добавляет вхождение определенных слов. То есть уже более такое тематическое получается, приближенное к конкурентам.
Вот. Мы потом добавляем также последний слов в текст конкурентов. Аналогично добавляем. И получается уже на основе заголовка title, то есть он учитывает title, description, структуру конкурентов, самые частотные слова, последних слов. То есть уже, получается, формируется вот такая статья. На основе статьи можно дальше генерировать там структуру самой статьи, то есть либо описать текст самим. То есть вот такой формат создания наиболее полной и максимально оптимизированной структуры под SEO структуры статьи. То есть вы можете использовать, получается, и такую структуру, то есть на свое усмотрение такую структуру, то есть можно комбинировать, самому дописать. То есть у вас готовы, то есть несколько вариантов структур. Но наиболее оптимально получается самое последнее. Вот. В принципе, то есть так можно сформировать, то есть найти тему, подобрать запросы, найти релевантных конкурентов и создать на основе этих конкурентов оптимальную структуру статьи. Далее потом пишите статью. Вот если вы не закрыли вот этот текстовый анализатор, вы потом, у вас текст здесь копирован, конкурентов этих трех, вы если генерируете или пишете сами текст, выставляете сюда, нажимаете сравнить текст. И вам он покажет в конце. Здесь он в конце напишет, что таких-то слов не хватает, то есть что добавить, что убавить, где переспам. И по тем отдельным словам и последним слов, которых там нейросеть не сгенерировала, вы просите еще раз сгенерировать дополнительный текст по этим ключам. И в итоге у вас получаются все тематические слова, которые есть у этих конкурентов, они будут присутствовать в вашем тексте. То есть ваша цель, чтобы по тексту оптимизации, то есть максимально приблизить вектор, грубо говоря, слов и последних слов на вашем сайте к тому, что есть в топе. Тогда у вас будет по тексту ранжирование. Вот. То, что будут поведенческие, там другие факторы, учить ссылочные, это уже второстепенно. То есть, если у вас не будет текстовой релевантности, то говорить о других факторах, то есть будет рано. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В Телеграме канал также есть. Всем спасибо, до свидания.